Всем привет! Меня зовут Мария, и это мой вязальный канал. Добро пожаловать! В этом видео я предлагаю связать со мной такой джемпер из карного мериноса. Вяжется он сверху. Конструкция японское плечо или диагональная. Сначала вяжется спинка до подрезов, получается сверху вниз до подрезов. Потом полочки набираются, они объединяются и вяжутся вперед до подрезов. Дальше объединяем вязание в круг и вяжем круговым вязанием до самого низа тела. Рукава набираются из проймы. Тут есть окат, который формируется укороченными рядами, и горловина двойная. Для такого джемпера я брала карный меринос 1500 метров в 100 граммах. Такой вот тоненький. И я его смотала в 4 нитки. Получается итоговый метраж 375 метров на 100 грамм. Я не заплотняла полотно и вязала на спицах 4,5 вот этот основной узор. Резинки по низу и на манжетах на четверке, номер спиц 4. А для горловины я брала короткие спицы 4 размеров. То есть 4 миллиметра, потом 3,5, 3 и 2,5 миллиметра. Джемпер получился воздушный и легкий. Весит всего 284 грамма. Если считать в метрах, то пряжи ушло приблизительно 1100 метров. Плотность основного узора 18 петель и 26 рядов в квадрате 10 на 10 сантиметров. Размеры. Мои параметры: обхват груди 88 сантиметров и рост 167. Джемпер имеет, получается, 20 сантиметров свободы облегания. И поближе просмотрим размеры. Значит, ширина джемпера 54 сантиметра. От самой высокой точки плеча и до низа 52 сантиметра. Высота, вот это расстояние от горловины переда и до низа 44 сантиметра. Дальше. Высота проймы 20,5. Тело от подрезов 28 сантиметров. Рукав, получается, вместе с окатом 56 сантиметров, а от подреза, если мерить, то 45 сантиметров. Манжеты и резинка по низу по 6 сантиметров. Ширина рукава 18. У меня здесь рукав без убавок, то есть он весь одинаковой ширины до низа. Плечо, ширина плеча 17 сантиметров. Резинка по горловине 4 сантиметра, росток 6, ширина горловины 20 сантиметров и ширина, получается, вот от крайней точки плеча и до второй крайней точки плеча 51 сантиметр. Вот такие вот параметры. Далее посмотрим фото и видео примерки джемпера и начнем вязать. Приступаем к вязанию, но для начала рассмотрим схему. Значит, эта спинка вяжется сверху вниз.
Горловина. Начинаем мы с горловины, то есть нужно набрать 25 петель. Это у меня приблизительно 14 сантиметров. Я выбрала такое число, оно все равно потом, эта горловина чуть-чуть потянется и будет, в принципе, оптимальная ширина. И нужно будет добрать прибавками по 28 петель на каждое плечо, чтобы потом в конце у нас получилась ширина вот этой спинки 81 петля. Это приблизительно 45 сантиметров. То есть горловина 14 и здесь где-то по 15,5 сантиметров на каждое плечо. Значит, укороченными рядами нужно сделать будет углубление по 2 точки разворота с каждой стороны, по 4 петли захватываем каждый раз, и прибавки будем делать нерегулярно, то есть первый ряд прибавка, второй ряд прибавка, в третьем ряду пропускаем. И дальше в каждом третьем ряду мы пропускаем прибавку. И получается такой вот шаг прибавок. Вот эти 3 петли, получается, мы кромочная и 2 лицевые, и делаем прибавку. Это как будто бы такие будут у нас как регланные линии. Вот так вот вяжем. Набираем обычным способом 25 петель на спице 4,5. И основной узор у нас будет это 11 лицевых петель и 7 изнаночных. Нужно будет по центру вот этой горловины сделать дорожку из лицевых петель. То есть по центру должно быть 11 лицевых петель. И уже от этого ориентируемся по узору. По бокам от этих 11 лицевых по 7 изнаночных. И дальше по нарастающей добавляем вместе с прибавками и включаем в узор. Этот у нас первый ряд будет изнаночный. И нужно будет провязать по узору, чтобы потом не сбиваться. То есть нужно определить эти центральные 11 петель. Для этого возьмем маркеры и от каждого края отмеряем по 7 петель. С одной стороны. Вот это у нас наши центральные будут 11 петель. Но так как этот ряд изнаночный, значит они будут изнаночными. А 3 вот эти крайние, они всегда у нас будут лицевыми. А дальше уже будем по узору добавлять. И в первом ряду, получается, сразу же делаем прибавку. Первый ряд, второй ряд прибавка, а в третьем будем пропускать. Снимаем кромочную. Дальше 2 изнаночные, так как это изнаночный ряд. И делаем прибавку. Прибавку в виде накида. Вот так вот. Получается, нитка от себя идет. И дальше мы не будем пока что укороченные ряды вязать, а провяжем просто по узору. По узору у нас здесь, получается, лицевые должны быть. Потому что вот эти центральные 11 у нас изнаночные. Значит, эти лицевые 4. И дальше вот эти 11 мы вяжем изнаночными. Так, есть. Дошли до маркера. И еще получается 4 провяжем лицевых. 4 лицевые и прибавку. Прибавку делаем симметричную. То есть, если здесь мы делали справа вот так, то с этой стороны в другую сторону. Накид. И 3
2 изнаночные и кромочная. Кромочную в конце в изнаночном ряду я провязываю изнаночной. Так, есть, значит, петли по узору распределили и приступаем к укороченным рядам. Для этого тоже можно для удобства расставить маркеры. Значит, считаем 4 петли от края, не считая прибавку. 1, 2, 3, прибавку не считаем. Вот здесь получается с прибавкой 5 петель отделяем и еще 4. И еще 4 петли. 2 точки разворота, чтобы сделать углубление по спинке, по горловине спинки. Итак, кромочную снимаем, провязываем 2 лицевые. Это получается уже второй ряд лицевой. И во втором ряду мы тоже делаем прибавку. Делаем такую же прибавку, как вот у нас на спице, в ту же сторону. Чтобы не сбиться, они одинаково должны выглядеть. Смотрим по узору. У нас по узору должна быть изнаночная. Значит, провязываем изнаночной скрещенной. У нас здесь получается уже 5 изнаночных, а нужно по узору нам 7. Итак, вяжем дальше. Еще одну петлю. Дошли до маркера. Здесь у нас укороченный разворотная петля. Как я разворачиваюсь? Я разворачиваюсь обвитием. То есть беру, захватываю следующую петлю и обвиваю ее ниткой. Вот так. И разворачиваюсь. Это уже третий ряд в этом участке. В третьем ряду мы не делаем прибавки. Вяжем просто петли по узору. Не забывая, что накид нам нужно провязать по узору, получается лицевым, лицевой скрещенный. Вот так. И довязываем до конца. Так, 3 ряда здесь мы провязали. Теперь вяжем 4. В 4 ряду тоже делаем прибавку. 2 лицевые. Это наши как бы крайние петли, они всегда лицевые. И делаем прибавку. Накид. Вяжем петли по узору. Дошли до обвитой петли. Она у нас изнаночная. Закидываем эту обвитую петлю на спицу и провязываем вместе с изнаночной. Еще получается петли до маркера. Здесь у нас уже пошли лицевые. Снимаем маркер и разворачиваемся. Лицевую петлю, получается, я нитку за петлей и наперед перекидываю. Так, это 5-й ряд. 5-й ряд у нас тоже идет с прибавкой. Довязываем петли по узору. И нужно сначала провязать накид предыдущий. Считаем, сколько у нас лицевых. 6 лицевых и 7 лицевая скрещенная. Так. И делаем еще один накид. Получается вот так вот. Они все идут одинаково в одну сторону, эти петельки развернуты. И накид такой же. Это 5-й ряд. В 6-м ряду получается
В шестом ряду уже мы прибавку здесь не делаем, потому что в каждом третьем мы не делаем прибавку. Вяжем просто петли. Не забываем провязать вот этот вот накид скрещенной петлей. Какой именно, нужно определять по узору. Значит, у нас здесь есть уже 7 изнаночных. Дальше у нас идут 11 лицевых, здесь будут прибавляться. Значит, лицевой скрещенный провязываем накид. Что делаем дальше? Вяжем все петли, не забывая про обвитую, до конца. И потом поставим здесь тоже маркеры, чтобы сделать 2 точки разворота. Вяжем все петли. Дошли до обвитой петли. Это лицевая петля. Закидываем тоже на спицу ее и провязываем вместе с лицевой. Так, дошли до вот этого, почти до края. В этом участке у нас второй ряд получается. В первом мы делали прибавку, и сейчас второй тоже будем делать прибавку. Считаем, сколько изнаночных. 4. Пятая тоже изнаночная, скрещенная. Вот так. И делаем накид. Дальше провязываем до конца. Теперь нужно поставить маркеры для наших укороченных рядов. Считаем, сколько нам нужно. Значит, здесь мы уже 2 прибавки сделали, значит, у нас от края 6 должно быть петель. И тогда ставим маркер. И еще 4. Вот получается. Это если не считать прибавки, 4 и 4. И точно так же тут. Поставили маркеры. И вяжем. Получается, в этом участке это 3-й ряд. 3-й ряд у нас без прибавок. Накид провязываем лицевой, скрещенный по узору. Дошли до маркера и разворачиваемся. 4-й ряд. И делаем прибавку. Здесь уже будут действия у нас повторяться. Потом еще один раз развернемся. И дальше уже будем просто наращивать плечи. Делая прибавки. В каждом первом, втором, в третьем пропускаем. И так с таким шагом делаем прибавки. И не забываем включать новые петли в узор. 11 лицевых и 7 изнаночных. И вяжем так, пока у нас не будет ширина плеча 28 петель. В сумме, чтобы было 81 петля. Это где-то от самого начала будет 40-41 ряд. И тогда уже будет у нас такое количество. Значит, вяжем дальше самостоятельно, делая прибавки и вывязываем основной узор. Так, отвязали все прибавки. Вот как они выглядят. Вот здесь получается, закончили мы вот тут лицевыми по краям петлями. В рядах, вот от самого первого ряда, если считать, здесь получается 41 ряд. Если от горловины, то на 4 меньше, то есть 37 рядов здесь от горловины. В сантиметрах где-то 14-14,5 сантиметров вот этот вот участок. А плечо получается 21 сантиметр. Вот это вот именно расстояние.
21 сантиметр. И все. Теперь мы вывязали скос и вяжем просто по прямой поворотными рядами. Еще раз напомню, кромочную в лицевом ряду первую я снимаю, последнюю провязываю лицевой, в изнаночном точно так же первую снимаю, а последнюю петлю провязываю изнаночной. Все, вяжем какое-то количество, какую вы хотите себе высоту проймы, и дальше уже будем делать закругление для подрезов. Отвязали участок по прямой. Вот я маркером отметила последний ряд с прибавками. И получается вот это вот уже по прямой участок. Здесь в сантиметрах приблизительно 6,5 сантиметров и 16 рядов. Если смотреть от горловины, то здесь плюс-минус 20 сантиметров и 53 ряда от горловины. Теперь делаем закругление для проймы. Так как у нас здесь угол такой приличный, поэтому вот этот участок у нас небольшой. Потому что и так достаточно, здесь уже 20 сантиметров от горловины, уже пора делать нашу пройму, оформлять. Как мы будем это делать? Просто будем делать прибавки, точно такие же, как здесь, с помощью накидов, только получается 2 петли от края будем отступать и делать накид. В каждом втором ряду делаем накид. Получается, это уже 17 ряд вот этого маркера. Снимаем кромочную, провязываем одну лицевую и делаем накид в эту сторону. И точно так же в конце не довязываем 2 петли и делаем накид. В следующем ряду провязываем скрещенными петлями. Но здесь важно будет распределить петли по узору. Так как у нас очень довольно широкий раппорт, здесь мы просто его чуть-чуть уменьшим и сделаем немножко другой рисунок. Например, здесь можно 9 лицевых и 5 изнаночных, чтобы красиво были полоски наши. Значит, вяжем прибавки с помощью накида. В каждом втором ряду нужно провязать 7 прибавок. Давайте я провяжу этот ряд и дальше будем смотреть, как будем распределять узор. Так, прибавка в конце получается симметричная. Вот так вот в эту сторону. И в изнаночном ряду провязываем ее. Получается, если мы хотим, чтобы здесь у нас была дорожка из 9 лицевых петель, то есть у нас основной узор это 11, но здесь мы уменьшим до 9. Получается, что нужно посчитать, и эту петлю нужно будет провязать, чтобы она была в лицевом, с лицевой стороны лицевой. То есть здесь нужно провязать будет ее изнаночной скрещенной. Это наша первая прибавка. Провязываем ее изнаночной скрещенной. И в начале ряда, и в конце. А дальше уже у нас пойдут петли, которые нужно будет вязать лицевыми, скрещенными в изнаночном ряду. Итак, вторая прибавка у нас аналогичная. Точно так же. Провязываем в начале и в конце, а уже в изнаночном ряду провяжем так, чтобы уже у нас была дорожка из изнаночных петель. Так, отвязали 2 прибавки, и вот уже пошли изнаночные петли. Значит, крайние вот эти 9 лицевых, дальше еще 5 изнаночных, и дальше у нас будет еще подрез. Всего нужно сделать прибавок вот таких в каждом втором ряду 7 раз. То есть вот тут у нас 16 рядов и еще 14 с прибавками, потому что в каждом втором нужно 7 раз прибавить.
Вяжем и включаем, получается, вот эти вот петли в узор, то есть вяжем еще 4, получается, изнаночные, потому что уже одна есть, и последнюю, 7-ю, делаем лицевой. И такое будет закругление у нас по пройме. Довязали прибавки по спинке, по пройме. Вот как они выглядят. Значит, всего 7 прибавок. Первая у нас идет в лицевую дорожку, получается, лицевой становится. Потом еще 5 прибавок, это изнаночные петли. И последняя прибавка, 7-я, вот это тоже лицевая, у нас скрещенная. И с этой стороны точно так же. Я уже обрезала нитку и пересняла на вспомогательную нитку петли спинки. И отвязала уже одну полочку, левую. Левую вяжем первую, чтобы потом удобно было соединять. Значит, как набираем петли по вот этому скосу? Значит, у нас есть какое-то вот это расстояние. Меряем сколько. У меня это приблизительно 21 сантиметр. И нужно набрать, получается, ширину. Меряем по основному нашему полотну, вот этому, которое уже отвязали, чтобы здесь был 21 сантиметр. Я посчитала, у меня здесь 35 петель, получается в 21 сантиметре. Значит, здесь нужно набрать 35 петель по скосу. Ширина у нас как бы полочки 28 петель, потому что мы набирали здесь 25 на горловину, а на плечо у нас было рассчитано по 28 петель. Но так как у нас вот это расстояние больше, из-за того, что мы делали прибавки не в каждом ряду, получается здесь шире у нас. И нужно набрать 35 петель. Вы смотрите, как у вас, возможно, у вас какой-то скос свой. Тоже можно померить по основному полотну, сколько нужно набрать здесь петель. И вот так вот я набрала. И здесь получается вот эти лишние 7 петель, то есть 35, а нужно, чтобы было 28. Лишние 7 петель я убавила. Получается вот в каждом втором ряду. И такая вот получилась дорожка. А здесь вот у меня прибавки. Получается, самая первая прибавка идет в 17 ряду. Если считать и вот этот наборный ряд тоже первый, то в 17 ряду идет первая прибавка. Кромочная, лицевая и накид, который провязывается потом лицевой скрещенный, но мы вяжем его по изнанке, поэтому изнаночный скрещенный. Получается, здесь нужно соблюдать узор, и поэтому идут 2 лицевые, чтобы закончить вот эту вот дорожку из 11 петель. Прибавили 2 лицевые. И потом пошли изнаночные. Первая прибавка в 17 ряду, еще 2 в каждом 4 ряду и еще 5 в каждом 2 ряду. Получается, у меня здесь изнаночные петли пошли все, а это, так как у меня край, чтобы такой вот край оставить, здесь у меня лицевые. Потом вот эта лицевая одна станет изнаночной, когда мы будем объединять 2 полочки. Значит, набираем сначала левую полочку, потом правую. Покажу, как набирать, потому что здесь у нас кромочные, а если посчитать все наши кромочные в этом скосе, то их всего 21 вот такая вытянутая петля. А нужно набрать 35. Поэтому нужно сначала найти первую петлю. Вот наши прибавки, которые мы делали. И вот этот вот ряд последний с прибавкой. С него и начнем. Вот из этой петли и начнем набирать наши петли. Берем нитку
из первой кромочной поднимаем. Так как нам нужно набрать 35 петель, а у нас всего 21 кромочная, будем использовать межкромочные. То есть набрали из кромочной, дальше ищем межкромочную и поднимаем петлю. Дальше опять из кромочной ищем межкромочную, такие две ниточки, и между ними вытягиваем петлю. И опять кромочная. Если мы будем с таким шагом поднимать, то у нас получится 42 петли, потому что кромочных 21 умножить на 2 будет 42, а нам нужно 35, поэтому будем пропускать. 5 петель подняли с таким шагом, кромочная, межкромочная, и одну межкромочную пропускаем, то есть вытягиваем из следующей кромочной. Вытянули и дальше опять задействуем межкромочные. Так вот поднимаем. Получаются такие промежутки, как будто бы из 5 петель. То есть 5 петель подняли, и дальше вот такое вот расстояние. И всего таких промежутков нужно, получается, 6. А вот этих участков из 5 петель 7. То есть 7 умножить на 5 будет 35. Такая у нас урок математики. Поднимаем так, чтобы у нас было 35 петель. И последнее, вот это вот у нас будет вот это вот кромочная. Так, подняли вот эти наши 35 петель. И первый ряд нужно будет нам определиться с петлями, где лицевые, а где изнаночные. Вот левая полочка. Получается у меня здесь 11 лицевых, 7 изнаночных и дальше уже все лицевые. Здесь вот это, получается, их больше, чем 11, потому что я тут убавляла. Но основной узор, в принципе, и так понятен, потому что вот этот участок у нас горловина, а вот этот плечо. И то есть плечо у нас тоже 11 петель лицевых, дальше 7 изнаночных, и здесь у нас по краю 10 лицевых. А горловина состоит из 7 изнаночных, 11 лицевых и 7 изнаночных. То есть по плечу у нас тут все просто. Нужно провязать сначала 11 лицевых, по изнанке это 11 изнаночных, дальше 7 лицевых и остальные у нас будут изнаночные. Вяжем изнаночный ряд, соблюдая наш узор. Первую петлю снимаем как кромочную и вяжем изнаночные петли в количестве 11. Итак, 11 изнаночных, теперь 7 лицевых и остальные петли изнаночные. Так, вместе с наборным, получается, мы уже провязали 2 ряда. 2 ряда. И в третьем мы делаем убавку. Вот здесь, получается, для того, чтобы не было острого угла. Как мы делаем? Снимаем кромочную, провязываем одну лицевую. И далее вот эти 2 петли просто вместе провязываем. Вот, это с наклоном влево.
а потом уже в левой полочке или в начале у нас тут с наклоном вправо убавки, то есть симметричные. И еще нужно 6 убавок таких в каждом втором ряду, чтобы у нас вышло количество уже 28 петель. Свяжем вторую полочку и дальше уже можно будет объединять. Еще раз напомню, значит, убавки 7 раз в каждом втором ряду, первая в третьем, а прибавки по горловине, первая прибавка в 17 в виде накида, еще 2 в каждом четвертом ряду и еще 5 в каждом втором ряду. И включаем эти петли в узор. 11 лицевых, 7 изнаночных. Готовы 2 полочки. Связали левую и правую. Вот наши прибавки. Получается всего по 8 прибавок в горловине с одной стороны и с другой. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 прибавок. В сантиметрах этот участок от плечевого шва получается 14 сантиметров, даже чуть больше. А до первой прибавки по горловине у нас 6 сантиметров. В рядах тут 36 рядов получается в этом участке. И уже пора объединять нашу горловину по переду. Для этого нужно вспомнить, сколько у нас здесь петель. 25 петель отведено на горловину. Получается по спинке и по переду столько же. А так как у нас прибавлено 8 петель с одной стороны и с другой, это получается 16, значит остается еще 9 петель. Берем, вяжем, получается у нас здесь нитка, вяжем вот этот ряд и будем здесь соединять. Желательно еще для этого поднять все вот эти петли обратно на спицы, чтобы уже вязать одной деталью вперед. Довязали почти все петли правой полочки. Здесь у нас получается изнаночные петли. По рисунку у нас должно быть 7 изнаночных, а у нас 6. Поэтому вот эту лицевую мы сделаем изнаночной. И дальше лицевая. Вот так вот я делаю на спице полочку вторую, левую. И нужно добрать 9 петель. Я делаю это обычным способом, просто воздушные петли вот такие вот. И затягиваю 9 раз. Все, 9 петель готово. И вяжем петли левой полочки. 1 лицевая. Получается 9 центральных и еще по одной, это будет 11. Как раз, чтобы вписывалось в наш узор. И вот эту сразу вторую петлю мы делаем изнаночной, чтобы сделать 7 изнаночных. Ну а дальше уже все по рисунку. Все, вяжем теперь вперед одной деталью, где-то сантиметров 10-12 плюс-минус. И потом будем делать закругление, точно такое же, как и по спинке. 7, у нас тут 7 прибавок. Итак, отвязали вперед до подрезов. Значит, на момент, когда мы соединили вот этот вот первый 37 ряд, от него и ведем отсчет по горловине, сколько здесь провязано рядов. Значит, провязали 26 рядов от горловины, а от плеча получается 62 ряда. И начали делать прибавки 7 раз в каждом втором ряду.
точно такие же, как мы делали по спинке. То есть первая прибавка у нас пошла в лицевую дорожку. Это лицевая дорожка из 9 петель получается, потому что здесь у нас мы сокращаем немножко этот узор, потому что тут довольно широкий раппорт. И чтобы у нас удачно смотрелся узор в районе подмышки. Поэтому здесь 9 лицевых петель, а изнаночных 5. И вот эти прибавки. И получается последняя у нас лицевая петля. И будем делать подрезы. Подрезы будут небольшие, чтобы получилась еще одна вот такая вот дорожка из 9 лицевых петель. То есть здесь 3, с другой стороны 3 и подрез из 3 петель получится у нас. В сантиметрах, ну, здесь получается прибавилось только вот 26 и плюс еще 14 вот этих вот рядов, которые включают прибавки. Получается 40 рядов от горловины. Это приблизительно 15 сантиметров. Вот. И если сложить вот так, вот такая вот пройма у нас получится. Где-то плюс-минус 20 сантиметров, 20-21. Вот. Если вам нужно больше, то регулировать это можно, в принципе, отрегулировать, если поднять немножко вот так горловину, но тогда будет глубже по спинке. Если, например, еще отвязать, то горловина по спинке получится глубже, и росток будет не такой большой, чуть меньше. Вот. Ну, а я думаю, что для меня будет оптимально 20-21 сантиметр высота проймы. И можно уже объединять и вязать по кругу вместе спинку и вперед. Что нужно для этого сделать? Значит, по рядам у нас тут получается от горловины 40 рядов, а от плеча всего отвязано 62 плюс 14, это получится 76 рядов от плеча. Отвязано. И нитка у нас справа, поэтому вяжем вот этот ряд, все петли переда, и здесь уже будем делать подрез. И нужно будет одеть на спицы еще спинку. Провязали все петли переда, и вот наша спинка. Делаем подрез. 3 петли просто вот так вот, таким же способом, как мы добирали для горловины. И вот так вот затягиваем 3 петли. И дальше вяжем петли спинки. Дальше эти 3 петли вяжем лицевыми, чтобы у нас тут получилась такая в подрезе дорожка из 9 лицевых петель. Все, и с другой стороны аналогичный делаем подрез, 3 петли. И вяжем по кругу тело, сколько нам нужно, сколько мы хотим, чтобы была у нас длина нашего изделия. Итак, от подрезов отвязали, я отвязала 60 рядов. Получается, вместе вот с этим вот рядом, который подрез мы делали, он первый, 60 рядов, и 60 ряд я провязала на спицах на полразмера меньше. Если основные спицы 4,5, то для последнего 60 ряда я взяла номер 4. И еще отвязала, получается, резинки 1 на 1, еще 17 рядов.
как я распределяла резинку. Получается, вот эти лицевые дорожки, они нечетные по количеству, и поэтому я начинала лицевой и заканчивала лицевой петлей. А вот в изнаночных дорожках начинала изнаночной и заканчивала изнаночной, чтобы вот так вот красиво был переход от основного узора к резинке. Давайте померяем, сколько в сантиметрах приблизительно. Значит, основного узора 23 сантиметра и резинка, ну, давайте вместе с резинкой посчитаем, 28,5 вместе с резинкой. Это получается 5,5 сантиметра где-то резинка. Вот. На резинку я тоже вязала на спицах номер 4, чуть поменьше. И как нужно нам закончить? Нужно провязать 2 ряда полой резинки, и дальше уже будем зашивать иглой. Как вяжем эту полую резинку? В круговом вязании, получается, чередуем. В одном ряду снимаем, например, лицевые, провязываем, изнаночные снимаем, а во втором наоборот. Изнаночные провязываем, лицевые снимаем. Значит, первый ряд изнаночный мы будем снимать. Вот где начало ряда, это у нас вот это вот, где от переда к спинке мы делали первый подрез. Получается, вот эти 3 петли, и здесь вот начинается ряд. И я вот маркером отметила вот эти 3 петли, и здесь начало ряда. Получается, что здесь первая петля изнаночная в ряду. Значит, первый ряд полой резинки изнаночную мы снимаем, лицевую провязываем. И так до конца ряда. Изнаночные снимаем, лицевые провязываем. Смотрим внимательно, чтобы не перепутать. И провязываем так до конца первый ряд. Ряд готов полой резинки, и второй изнаночные провязываем, а лицевые снимаем. Нитка за петлей. Изнаночную провязываем, лицевую снимаем. И так до конца. Итак, второй ряд полой резинки готов, и можно теперь обрезать нитку. Отмеряем 3 длины всего вязания, приблизительно 3 раза, и еще небольшой кончик. И берем иголку и будем зашивать наш край. Так как у нас здесь полая резинка была, получается, вот эта лицевая, она не провязанная. Мы возьмем ее первую и прошьем. Вот так вот иголку на себя, чтобы петля была не перекрученная. Можно ее снять и прошиваем. Так, лицевая есть. И вернемся еще одну захватим, изнаночную. Тоже вставляем иголку вот так вот на себя. И сошьем ее со следующей изнаночной. Вот так. Теперь возвращаемся к изнаночной, которая у нас, к лицевой, которая у нас была первая прошита. Вот так вот подтянем ниточку, и она сразу тут вытягивается. Это нужная нам петля. Вставляем в нее иголку вот так и сшиваем ее со следующей лицевой. Получается, мы ее разворачиваем. Она у нас вот так, а мы вставляем иголку как бы
сзади петли на себя, вот так. И они друг другу будут симметричны. Сшиваем. Так, лицевые сшили. Теперь изнаночные. И так все время будут чередоваться петли. Чтобы найти нужную нам изнаночную, берем вот эту вот ниточку, которую мы шьем, и ее вот так подтягиваем. И петля сразу же вытягивается нужная. Вот она. Нитку назад вернем. Вот это изнаночная петля, и получается к ней соседние. Тоже они должны быть симметричны. Сшиваем вместе. Опять лицевые. В этот раз лицевая у нас петля не спряталась. Вот она. Вставляем в нее иголку. Получается, в правую мы вот так вот вставляем спереди, а в левую сзади. И они тогда, получается, симметрично друг к другу, прижимаются передними стеночками. Зашили. И дальше изнаночные. Вот нужная нам петля. Получается, если перевернуть, вот так вот, с этой стороны тоже будут они прижиматься друг к другу стеночками симметрично. Получается, с этой стороны задними стенками они прижимаются. И вот так вот зашиваем, чередуя лицевые и изнаночные. И шьем так до конца. И в конце еще покажу, как соединить этот стык. Зашиваем последние петли. И вот нам нужно вот этот стык спрятать. Значит, вот наши лицевые мы прошили. И теперь ищем изнаночную, как бы мы, если бы дальше шили. Вот это изнаночная петля. И ищем ей в пару в том же ряду вот, можно вот так вот приложить. Получается, вот нижняя, а нам нужно на одну выше найти. Вот она такая закрученная, здесь маленькая. Вот она. Вот, вытягиваем ее и сшиваем 2 изнаночные и еще раз 2 лицевые. И лицевую точно так же ищем соседнюю, вот эту, и сшиваем. Все, вот такой вот стык у нас получается. Ниточку прячем, а край наш готов. Так, приступаем к рукавам. И для начала нужно вот так вот разложить ровненько наше тело, чтобы понять, где будет центр оката рукава. Вот сложили вот так вот. И вот здесь можно отметить маркером вот этот вот центр. Вот кромочную петлю одну мы зацепляем маркером, и это будет центр оката. Центр получается верхушки оката рукава. А здесь тоже нужно будет выбрать центральную петлю от подреза. Берем спицы 4,5, вот такие вот коротенькие. Будем вязать рукав по кругу.
И находим центральную петлю подреза. Значит, мы вязали, получается, в эту сторону, и поэтому находим петлю, получается, перевернутую. Вот. Вот это вот нужная нам петля. Получается 3 петли подреза, вот это вторая петля подреза. Берем ниточку и будем поднимать петли. Сначала из подреза, потом из кромочных. Вот из этой вот петли поднимаем. И дальше вот эту вот соседнюю берем. Тоже в другую сторону. Это перевернутая петля, как будто бы. Так, из подреза все. И дальше идут... Можно еще одну захватить петлю. Вот такую вот, например. Так, у нас тут... Отсюда можно чуть ниже, чтобы она не была такая вытянутая. Вот, еще одну петлю подняли. И теперь используем кромочные. Вот наши кромочные, такие вытянутые. И вот первая. С каким шагом мы будем из кромочных поднимать? Значит, 3 кромочные и 1 межкромочная. Вот, захватили одну, вторую и третью, а четвертую вытягиваем из межкромочной. Так вот подтягиваем. И вот отсюда вытягиваем четвертую. Вот. И дальше опять вот эта же кромочная сразу же. 1, 2, 3 и четвертую из межкромочного вот этого места. 2 такие ниточки и между ними вытягиваем петлю. И с таким шагом поднимаем до вот этого вот места, где у нас подрез. Поднимаем мы рукав и дошли до маркера, который у нас отвечает за центр оката. Здесь у меня 3 кромочные, и получается сейчас должна быть 1 межкромочная. Возьмем ее, вытянем, и она будет как бы центром, эта петля, перевесим маркер на нее. Она будет центром нашего оката. Вот так. И дальше опять с обычным шагом 3 кромочные и 1 межкромочная. Дошли опять до подреза и находим эти нужные нам перевернутые петли. Значит, вот 1 и рядышком с ней вот еще 1. Это будет слишком вытянутая, опустимся еще ниже. Вот так. И вот это вот последнее. Получается, на подрезе у нас 5 петель и 1 центральная вот эта, которая отвечает за начало ряда. Отметим ее тоже маркером. Вот так. Получается, у нас есть 1 петля вот этой вершины и 1 петля вот начала ряда, центр подреза. А между этими маркерами, получается, должно быть одинаковое количество петель. У меня получилось по 37 с одной стороны и с другой. Всего получается, если считать вместе, 38 плюс 38, это будет 76 петель на рукав. И первый ряд мы вяжем. Нужно сделать нам петли по узору. Для этого берем маркеры и будем начинать от вершины. Наш узор 11 лицевых и 7 изнаночных. Поэтому маркерами сейчас отделим эти дорожки, чтобы потом легче было нам ориентироваться.
Значит, вот это центральная петля у нас. И от нее еще по 5 петель отмеряем, чтобы было 11 количество. Это будут у нас лицевые петли. С одной стороны 5 и с другой. Так, отметили. И дальше тут 7 отмеряем, дальше опять 11, пока не отметим все петли. Итак, отметили. Здесь у нас получается последние, которые в районе подреза петли. У нас здесь вот такое вот количество получилось, больше, чем нужно, но ничего страшного, это не особо будет заметно. Получается, у нас здесь не 11 петель, а давайте посчитаем. Здесь 15 петель получается в районе подреза. И первый ряд вяжем все петли по кругу по нашему рисунку. Там, где мы отметили лицевые и изнаночные. Значит, начинаем мы с лицевых. Доходим до маркера, и тут мы уже знаем, что нужно переключиться на изнаночные петли. Маркеры снимаем. Дальше уже у нас по узору все будет понятно. И вяжем 7 изнаночных. 7 изнаночных готово, и дальше 11 лицевых. И так до конца. Здесь у нас 15 лицевых будет в районе подреза. Провязали все петли по узору. И теперь нужно отметить маркерами укороченные точки разворота, чтобы сделать укороченные ряды. Отметим только вот этот вот участок, который у нас будет вершиной рукава. Значит, здесь у нас 11 центральных. И давайте еще 2 изнаночные с каждой стороны. И это здесь, в этом месте, нужно будет первый раз развернуться. Вот, отметили маркерами. Получается, центральные у нас 15 петель. И нужно будет сделать 30 рядов окат рукава. То есть с каждой стороны по 15 точек разворота. Я буду разворачиваться каждые 2 петли, захватывать. То есть довязала, вяжем вот так вот ряд. Этот маркер мы переснимаем. Довязываем до этого маркера и здесь разворачиваемся. Вяжем вот этот участок 15 петель, довязываем до этого маркера, разворачиваемся. И дальше захватываем каждый раз по 2 петли, чтобы было у нас по 15 точек разворота с каждой стороны. Это будет 30 рядов окат рукава. Вот как это выглядит. Я уже второй рукав связала. Вот получается вот такой вот окат. Где-то 11-12 сантиметров высота этого оката получается. Вот так вот, если ровненько ряд посмотреть, проследить, то вот это вот такой вот окат. И по узору все петли, вот наша центральная дорожка из 11 петель и маркер. И вот так вот потом смыкаемся в круг. Получается, здесь какое-то количество мы не довязываем. Вот это, петли подреза, вот эти 3 мы точно не захватываем в укороченные ряды. И потом вяжем просто по кругу весь рукав. Я вязала без убавок. Я хотела сделать его таким широким. Вот. Я думаю, что укороченные ряды вы знаете, как вязать. Главное отметить вот эти маркеры
в начале, а дальше просто по 2 петли захватываем. И весь рукав у меня получился от подреза. Если, например, окат мы не учитываем, то от подреза считать в сантиметрах рукав получился 38, где-то 38,5 сантиметра. А вместе с резинкой 45 сантиметров. Резинка у нас аналогичная, как и по низу, как мы уже вязали. Значит, в рядах от подреза рукав вяжем по кругу. Я вязала без убавок 99 рядов. 99 ряд я перешла на спицы 4. И следующий уже был резинка 1 на 1, 17 рядов, точно так же. И дальше 2 ряда полой резинки и закрываем иглой по кругу. Все точно так же. Вот, вяжем рукав. Сначала поворотным вязанием окат, а дальше по кругу. Почти довязала я все укороченные ряды. Вот как выглядит окат рукава. Это по спинке и вот так вот по переду. Вот такой вот приличный вот окат. И хотела еще показать, как последние разворотные петли подхватывать. Вот у нас получается 3 петли подреза и вот разворотные петли. Это 15 с одной стороны и с другой. Значит, правую мы вяжем как обычно. Закидываем ее на спицу и провязываем вместе с лицевой. А левая, получается, у нас круговой ряд уже идет. Ее тоже закидываем на спицу. Петлю вот эту разворачиваем. И провязываем вот так вот вместе с этой, которая обвивала. Ее нужно захватить. И вот так. 2 вместе. И все. Дальше уже вяжем круговыми рядами. Вот маркером мы отметили, чтобы считать ряды было удобно. Это у нас начало ряда. И вот так отсчитываем. 1, 2, 3, 4. И всего 99 рядов. 99 я переходила на спицы на пол размера меньше. То есть это 4,5. 99 ряд на четверке. И дальше уже резинкой 1 на 1. Здесь, если захотите делать убавки, то можно, в принципе, заузить рукав к манжету, делая убавки вот со стороны подреза, чтобы здесь не портить узор. Вот здесь в подмышке можно вот эту вот дорожку вот так вот сужать и свести на нет. Получается, эта ширина тут 15 петель, сколько вам нужно. И дальше можно уже в изнаночных убавки делать. Например, вот так вот по краям сужать, и потом еще в изнаночных. Сколько вам нужно заузить рукав. Вот. Вяжем рукав по кругу. И останется еще горловина. Для обработки горловины нам понадобится бросовая нить контрастного цвета. Так как мы будем делать двойную горловину. И спицы разных размеров. Начнем с четверки, дальше 3,5, 3 и 2,5. И начинаем поднимать петли. Находим левый плечевой шов и от него будем поднимать петли. Значит, первая петля у нас будет, получается, вот от шва, вот это вот петля. Будем поднимать точно с таким же шагом, как мы набирали для рукава. 3 кромочные и 1 межкромочная. Вытягиваем первую петлю из кромочной и сразу же присоединяем
дополнительную ниточку. У меня это хлопок тоненький, вот так вот. И получается, мы будем крутить вот этот клубочек, чтобы основная наша нить обвивала эту бирюзовую нитку. Вот так. Захватывала ее. Так, нитку чуть-чуть подтянем. И вытягиваем со следующей кромочной. Здесь вначале нужно все аккуратно, чтобы у нас нитки были не сильно растянуты. Вот так. Вот получается, мы захватили нашу нитку. И опять старайтесь в одну и ту же сторону перекручивать, чтобы у нас все было равномерно тут. Еще раз получается, обвили эту нитку и вытягиваем из третьей кромочной. Так, 3 петли у нас. И опять перекидываем бросовую нить. Перекручиваем. И теперь у нас межкромочная. Вытягиваем. И опять перекручиваем. И так каждый раз, когда вытягиваем петлю, перекручиваем сбросовой ниткой, чтобы у нас вот тут вот была вот такая вот контрастная нить. И с каждой кромочной получается вот такая вот у нас петля должна быть. Это чтобы потом было легко нам сделать горловину двойную. Так, дальше с таким же шагом, вот в этом участке, получается, где у нас ровный участок и где мы делали прибавки, 3 кромочные, 1 межкромочная. Дальше вытягиваем из вот этого участка, где мы добирали петли, ровный участок, из каждой петли 1 петлю вытягиваем. Вот такие вот они вытянутые. Получается 1 длинная, 1 коротенькая. Захватываем 2 вот такие и из каждой такой вот косички по 1 петле. Далее опять участок с нашим шагом. 3 кромочные, 1 межкромочная до плечевого шва, и по спинке точно так же из каждой вот такой вот косички по 1 петле. И в этом ряду все время захватываем бросовую нить, чтобы у нас такое же количество было, как и набранных петель, точно такое же количество вот таких вот черточек совпадало, чтобы. Набираем дальше. Перекручиваем. И так вот двигаемся первый ряд. В конце ряда мы последний раз обвиваем вот эту вот бросовую ниточку. И начинаем новый ряд. Получается, здесь можно повесить маркер начала ряда. И начинаем нашу горловину вязать. Первый ряд у нас будет просто все изнаночные петли. Вяжем так дальше на спицах номер 4. Эту ниточку уже можно обрезать. Вот как получается. Вот такие вот у нас получились необычные петельки. Вяжем первый ряд изнаночные. Дальше еще 3 ряда на четверке резинкой 1 на 1. Посчитайте, чтобы у вас было четное количество. Если нечетное, можно где-то петлю убавить или прибавить, чтобы потом вязать резинкой 1 на 1.
Значит, 4 ряда всего на спицах номер 4, это вместе с изнаночным. Дальше еще 4 ряда на спицах на пол размера меньше, 3,5. Дальше 4 ряда на тройке. Каждый раз, получается, каждые 4 ряда мы меняем спицы. 3, потом 2,5, это будут самые маленькие, тоже 4 ряда. И дальше опять на увеличение. Еще 4 ряда на 3, потом 4 ряда 3,5 и заканчиваем 4 ряда на номер 4. И дальше уже будем пришивать нашу двойную горловину. Значит, вяжем первый ряд все изнаночные, дальше 3 ряда на четверке резинкой 1 на 1 и дальше уже меняем спицы. Всего получается вместе с этим изнаночным рядом всего 28 рядов нужно связать. Отвязали 28 рядов горловины. Вот как они выглядят. Вот тут петли посвободней, а здесь посерединке поплотнее. И теперь будем закрывать петли и использовать вот это вот эти вот петельки, которые у нас образовались с помощью бросовой нити. Так вот, берем, отворачиваем, складываем пополам и находим нашу первую вот эту петельку. Вот наши нитки. Сначала посмотрим, правильно ли стоит у нас петля. Нужно ее развернуть, чтобы было удобней. И берем, зацепляем эту петельку, одеваем ее на спицу. И провязываем вместе, получается, с лицевой, 2 вместе, вот так. Теперь находим следующую, которая на этой бирюзовой ниточке. Вот она. И опять одеваем ее на спицу. Провязываем вместе с изнаночной. И перекидываем вот эту, которую 2 вместе мы предыдущие провязали. И так вот закрываем. То есть сначала мы провязываем 2 вместе с помощью вот этих вот дополнительных петель, а потом закрываем. Опять разворачиваем петлю лицевую, чтобы она стояла у нас правильно. Подхватываем петлю с нитки. Вот следующая. Одеваем ее на левую спицу, провязываем вместе с лицевой и правую петлю перекидываем на левую. И таким образом делаем такие вот протяжки. И продолжаем. Опять находим нужную нам петлю. Одеваем ее на спицу. Провязываем вместе с изнаночной. И закрываем. И вот что у нас получается. Вот так вот будет вот такая вот косичка у нас внутри по изнанке. Потом ниточку вытянем. Так, продолжаем. Не забываем переставить лицевую петлю, потому что изнаночная у нас стоит правильно. Так вот, нитку забираем, чтобы она нам не мешала.
Подхватываем петлю с нитки, надеваем ее на спицу, провязываем вместе с лицевой и закрываем. Сильно туго тут не закрывайте, чтобы горловина у нас не была стянута. Все, продолжаем так до конца. И джемпер наш будет готов. Так, довязала я горловину. Вот так вот получилось. Стирала я уже. И, конечно же, я это делала вручную. И сушила горизонтально. Джемпер получился теплый и легкий. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Надеюсь, у вас все получится. Если будут вопросы, пишите в комментариях, я обязательно отвечу. А мы с вами увидимся в следующих видео. Всем пока-пока!